что вам приходит в голову, когда речь заходит о гонках со взрывами, авариями и пулеметами? Наверное, насколько быстро ее можно пройти, или же в каком режиме поразвлекаться с друзьями. Все это ответы нормального, здорового человека. Вот только я не из таких, потому мне в голову пришла идея пройти всю карьеру, имея фактически нулевой запас здоровья. Для справки, это означает, что машина может взорваться буквально от любой кочки, от нахождения на самом краю взрывной волны за стеной, от ударов по сопернику и даже от падения на него пыли в гараже. Возможно ли пройти финальную битву при таких условиях? И если же нет, то что станет причиной провала этого челленджа? Ответ на это мы узнаем уже совсем скоро. Самая первая миссия с названием «Идеальный соискатель» сразу же показывает нам, чего стоит ожидать в будущем. На всех машинах установлены ракеты с миниганами, а соперники настроены достаточно агрессивно. С первых же секунд становится ясно, что противники с пулеметами – это самый главный враг этого челленджа. Если их прицел банально направлен в вашу сторону, то уже можете считать себя мертвым, поскольку пулеметы используют систему HitScan. Соответственно, никакой баллистики у пуль нет и своей цели не достигают прямо в момент выстрела. Помимо этого, выстрелы из своих же ракет представляют не меньше опасности, ведь взрывная волна распространяется и на стрелка. А значит, моя любимая стратегия в виде залпового огня в упор уже не работает. С другой стороны, смерть от своих же ракет или от удара об стену очки не отнимает. Потому стратегия камикадзе работает очень даже хорошо и дарит победу в этом состязании. Трюки, вмятины и адреналин – наша первая миссия вне пролога. По названию понятно, что в ней надо трюкачить, но возникает проблема. Любое слегка неаккуратное касание чего угодно приводит к взрыву машины. И неясно, как я должен... Миссия выполнена. Время объяснений. По завершению ивента, будь то достижение целей или же взрыв вашей машины, игра перестает контролировать ботов соперников и перестает вести учет их результатов. А за финальные результаты, в свою очередь, она принимает те, что были у каждого водителя, когда завершилось состязание. Поскольку в трюках игра на старте всегда ставит игрока на первое место, этим можно чуть-чуть злоупотребить и автоматически побеждать, если вы каким-то образом сможете разбиться до того, как кто-то успеет набрать очки. После этой миссии у меня было достаточно денег, чтобы купить то, что, наверное, делает этот челлендж не таким зубодробительным, а именно внедорожную подвеску и большие внедорожные колеса. Они позволят заезжать на спуски и подъемы на большей скорости, а также снизят риск взорваться на неровностях и бордюрчиках. Ну и также сами по себе они мета и хуже управлению не сделают. Автострада Мэнсфилда представляет из себя наполовину гоночную трассу, наполовину внедорожный маршрут. Страшными местами здесь являются переходы из трассы в грязь и наоборот, поскольку они сопровождаются неплохими такими прыжками, которые не то что брать нельзя, даже простой заезд на рампу может взорвать машину. Потому в этих местах придется проезжать на очень низкой скорости, что позволит соперникам сократить между нами дистанцию. Но, к счастью, их неполноценность в плане траектории не позволит им воспользоваться этим в полную силу. На втором круге я поверил в себя, начал наглеть и зачем-то срезать углы. Результат себя долго ждать не заставил. Теперь понимаете весь масштаб опасности, в котором я пребываю с таким количеством здоровья. Вторая попытка кончилась тем, что я о чем-то задумался и разбился на прямой на первом круге. В этом весь я. Третья попытка оказалась более удачной, и я успешно финишировал первым. Внедорожная зона – это, пожалуй, апогей страха езды по неровностям, поскольку здесь нашим соперником выступают не глупые боты, а умное время. Первую четверть маршрута я ехал очень неуверенно, как-то неловко пытался срезать, а этими срезками я терял куда больше времени, чем мог выиграть. Потом я заметил, что проложенные внедорожные дороги куда более ровные и гладкие, чем то, где я пытался ездить. Решение ехать по ним было очень даже хорошим, поскольку я смог развивать более высокую скорость из-за меньшего страха зацепить землю брюхом и взорваться. Ну и как-то так я доковылял до финиша с 10 оставшимися секундами. На удивление даже с первой попытки. А теперь, друзья мои, мы подходим к первой, действительно сложной миссии, которая требовала креативного мышления и веру в Роберта Клеменса. А именно, у тебя есть то, что мне нужно. В этой миссии нам нужно победить в схватке 2 на 1, а оружие для битвы на дистанции у нас еще не разблокировано. Таран лоб в лоб, естественно, успехом не увенчался, потому пришлось придумывать тактику-галактику. Моей первой идеей было засесть где-то в недосягаемом месте, чтобы противники сами уничтожили себя о стены, пытаясь залезть ко мне.
Но, как оказалось, я очень недооценил ботов, и они все равно ко мне пробрались. После этого я решил попробовать завести их в узкое пространство и с помощью кнопки восстановления на трассу телепортироваться на расстоянии 15 метров от них и влетать им в кузов снова и снова, пока они наконец-то не взорвутся. Но вместо этого я нашел такое место, находясь в котором мозг у ботов просто отключался и они начинали стоять на месте. Это я тоже попытался использовать в свою пользу, но мало того, что заманить сюда соперника было той еще задачей, так они еще и, оказывается, тоже умеют пользоваться кнопкой восстановления и телепортировались оттуда. А даже если этого и не происходило, я умудрялся взорваться от нанесения ударов по противнику. Один раз они вовсе провернули какую-то невероятную командную работу. Если вы думаете, что ситуация уже хуже некуда, оказалось, что с таким количеством здоровья удары по ботам в принципе наносить рискованно. Но даже это еще не все. Вы ведь не забыли, что взрыв машины, как и взрывная волна, наносят какой-никакой, но урон. Это получается, мне их фактически невозможно победить, используя таран, а другого оружия у меня нет. Получается, все? Челлендж проигран? Нет, выход есть всегда. Суицид. Ну а если немного конкретнее, заставить ботов выйти в окно пару-тройку сотню раз, чтобы они потеряли все здоровье и при последнем падении взорвались на безопасной от меня дистанции. Идея была такова. Аккуратно заехать на второй этаж здания фабрики, заманить за собой бота и вместе с ним выпрыгнуть в окно, в полете нажав на кнопку респауна, пока я не приземлился. И к моему великому удивлению, это сработало. И мне крайне сильно повезло с тем, что один из ботов затупил и не смог заехать в здание, благодаря чему мне нужно было следить только за одним из них. Спустя где-то без преувеличения 18 минут с одним из ботов было покончено, после чего я заманил за собой второго, дождался, пока его здоровье упадет до пары процентов и нанес финальный, решающий, сокрушительный удар. Никогда не думал, что в 20 лет буду тратить на эту миссию больше, чем тратил на нее в 8. Командный дух. Карта, которая своей легендарностью может сравниться с Dead Dust 2, просто в более узких кругах. Да и сам режим захвата флага, как ни странно, стал самым популярным в мультиплеере. Даже несмотря на говёный неткод и на касания, которые срабатывают через раз, а то через два. Сам же карьерный ивент достаточно простой, поскольку карта по большей части ровная и через единственный овраг проходит два ровненьких моста. У ботов оружия нет, а сами машины достаточно слабые. И хоть Джарвик и пытался забулить меня в ответ после прошлой миссии, я смог пройти ее с первой попытки. Вот бы так же хорошо в мультиплеере во флаг играть. Миссия «Гонщик» — это гонка на время от точки до точки на самой худшей машине в игре, где нам будут мешать. В этой миссии полуспеха — это доехать до шоссе и не уйти в занос, в полет, в кювет или в полицейского. Но зато, доехав до шоссе, вы обретаете полную свободу и вас больше никто... Знакомьтесь, Роберт Патч. Единственный здесь коп, у которого есть пулемет. К счастью, проскользнуть мимо него не составляет особого труда, после чего дело остается за малым. Не разбиться о прямую и просто совладать с этим куском автосимулятора в аркадной игре. Миссия «Выбыл», как можно понять по названию, представляет из себя гонку выбывания. И она впервые дала ощущение челленджа, хоть и только на первые 3 круга. А все потому, что первую половину приходится проезжать медленно и аккуратно, поскольку а. овраг, б. прыжок сразу после него, в. сумасшедшие соперники. К счастью, последние имеют свойство либо переворачиваться после прыжка, либо застревать чуть дальше в стыке чекпоинта и забора. Так что гонка достаточно скоро снова становится сольной. «Лучше не останавливай меня» является последней миссией в Лиге новичков. В ней нужно доехать до финиша, держа свою скорость выше отметки. Звучит очень просто, да? Ну, так бы оно и было, если бы значение минимальной скорости не возрастало с каждой пройденной контрольной точкой. Помимо этого, при обычных обстоятельствах у вас есть где-то секунда, чтобы набрать необходимую скорость, если вдруг она упала ниже минимальной. В нашем же случае, взрыв наступит в то же мгновение, как скорость опустится хоть на 1 милю ниже планки. Ну, к счастью, маршрут проходит по асфальтированным дорогам, так что ничего не предвещает... Точно. Самое сложное место на этой трассе — это, пожалуй, финальный отрезок с огрызками дороги, поскольку то машина на них подлетает, то ее заносит, а в моем случае так и вовсе происходит взрыв.
Что ж, похоже, придется искать объезд. К счастью, он находится прямо здесь. Нужно просто аккуратно проехать между этих деревьев. Я вам клянусь, каждый недозматч-ивент у меня ощущается так. И ужасы, когда там тихо, 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 и вдруг там выпрыгнул из-за стенки, все там от телевизора отпрыгнули, все в ужасе. Третья попытка по традиции оказалась удачной, и новичковая лига была успешно преодолена. Полет ястребов – это шоу трюков, а значит, миссия автоматически пройдена. Трюки явно не будут проблемой в этом челлендже. Трюки явно не будут проблемой в этом челлендже. Это мы еще посмотрим, друг мой любезный. Будь круче – это первый командный дезматч в карьере, на сей раз с массивным применением оружия. И это позволяет мне вынуть еще один туз из рукава. Замысел в том, что я просто залезаю на недосягаемое для врагов место и таким образом заставляю компьютерных болванчиков сражаться больше между собой, нежели в основном выцеливать меня. Да, я знаю, что сейчас опять начнется нытье, что... Ой, ну с багами любой дурак пройдет. И так вообще неинтересно. А ты, как мужик из машины, выйди на кулаках раз на троих выйди, Вот только мне это абсолютно безразлично. Челлендж заключается в том, чтобы дойти до финальной миссии с одним хп и пройти ее, а не пройти карьеру по каким-то пацанским понятиям. И вообще, мой канал, что хочу, то раз в полгода и делаю, поняли, да? Извините. Возвращаясь к игре, оказалось, что в моем плане была одна маленькая дырка. Называется как раз 1 хп. Хоть я и нахожусь в недосягаемом для ботов месте, они продолжают крутиться вокруг меня, и иногда взрывы их ракет и машин меня задевают и отправляют на респаун. Оттуда, в свою очередь, мне приходится со всех ног и хвостов бежать обратно в убежище под подавляющим огнем. Иногда в меня вообще вселялась уверенность, и я шел на таран вместо отступления. Правда, потом выяснилось, что у меня не был куплен апгрейд на силу тарана. Самоубийство является второй и последней динамитной гонкой в карьере, что меня очень огорчает. Никаких проблем, кроме единоразовой проблемы навыка, здесь не возникало. Даже последний затяжной поворот с первой попытки прошел, чего я вообще не ожидал. Всю жизнь его по стенке проходил и думал, что по-другому это сделать просто невозможно. Внедорожное безумство. Опять трюки, опять спидран. Сделал бы, наверное, кто-то другой на моем месте, но поскольку на моем месте сейчас я, то поступим иначе. Вместо мгновенного самоуничтожения со старта едем налево, заезжаем на фермерские здания, находим их стык и начинаем жестко двигаться на нем вперед-назад. Сила трения генерирует нам огромное количество очков, что позволяет вполне себе легально пройти эту миссию. В Redline Edition, кстати, это пофиксили, потому там бы пришлось самоуничтожиться в любом случае. Добро пожаловать в подземку – это гонка от точки до точки по тоннелям. Обычно здесь все волрайдят, но такая роскошь нам уже по устоявшейся причине недоступна. А значит, будем гнать как законопослушные приличные джентльмены. В своей первой попытке я так упорно пытался догнать Райана Купера, что перебрался скоростью и поскользнулся на выезде из тоннеля. Вторая попытка закончилась еще до первой плитки тоннеля, благодаря тарану от соперника на фаерспитере. Любимая третья по счету попытка тоже почти закончилась, не успев начаться, но полученные в автошколе Сан-Андреаса навыки и не совсем понятное поведение ботов так и сделали ее успешной. Какого хрена? Вы себе представить не можете, как я сильно ненавижу эту миссию. И нет, не потому, что она сложная. Я когда-то проходил ее на стоковом спектране без оружия. Дело даже не в сложности, она просто занудная. Против вас выступают два коповских спектрана и Джерико из драйвера Сан-Франциско на гребаном пикапе с ракетами и пулеметом. И именно этот засранец-переросток является причиной моей ненависти к этой миссии. Когда он добирается до вас, он либо уничтожает вас одним тараном, потому что писец крадется незаметно, а вы продолжаете кататься на малолитражках, или же он делает супер выстрел ракетами вам в бок, от которых ваш навороченный бронированный пикап хрен увернется, потому что писец опять подкрался незаметно. А если и заметно, вам все равно жопа в 8 случаях из 10. И вот теперь представьте, насколько мне было весело и интересно проходить это с одним хп. Геймплей просто крышесносный.
На протяжении 6 минут спавниться, ехать на слабых копов, стрелять в них ракетой, взрываться от взрыва вашей ракеты или машины копа, повторять, пока не приедет пикап, после чего порядок действий меняется на сдохнуть от минигана, сдохнуть от минигана, сдохнуть от выстрела по пикапу, сдохнуть от спаункилла. Просто капец. От моего негатива даже сломалась запись и потеряла весь звук на последних 2 минутах. Благо хоть визуальная составляющая осталась цела, а то пришлось бы перепроходить. Никогда я еще не завершал эту миссию с таким отвратительным счетом, и уж тем более с таким количеством фрагов на счету у копов. Подрывник вносит в карьеру новый режим в лице передачи бомбы, а вместе с этим и необходимость придумывать новую стратегию. Основной замысел передачи бомбы в том, что... Ой, каждый раз очень сложно объяснять это все. В общем, если кто-то взорвался из-за бомбы, которую до него держали вы получаете 3 очка. Если вы просто выжили, получаете 1. Если не выжили, получаете пизды. Поэтому для победы вам нужно хотя бы несколько раз принять ислам. Вам нужно хотя бы несколько раз насмерть передать кому-то бомбу, а соответственно толкнуть чью-то машину. Вначале я крутился рядом с основной группой ботов с самого начала раунда. И естественно ничего хорошего из этого не вышло. Постоянно меня задевали либо таранами, либо стрельбой. И я хоть и валялся взорванный, но получал 1 очко, поскольку взрывался я не от бомбы. Спустя какое-то время я понял, что так дело не пойдет, и прибегнул ко второму варианту. Молиться великому рандому, что боты распределят между собой очки так, что я выйду победителем, получая лишь 1 очко каждый раунд. Пока молился, решил воспользоваться математикой и пришел к выводу, что такой расклад тоже фактически невозможен. И хотел было я провозгласить эту миссию максимально зависимой от рандома, как вдруг я придумал еще одну стратегию. Воспользоваться предсказуемым поведением ботов. На старте каждого раунда случайный водитель получает бомбу. Если ее получил бот, он стремится передать ее любому другому водителю как можно быстрее, после чего весь оставшийся раунд будет просто кататься по карте, стараясь не встревать в основную схватку. Остальные же боты будут активно участвовать в захвате и передаче бомбы, пока на таймере не останется 15 секунд, после чего все боты без бомбы резко начнут убегать, а бот с бомбой будет еще активнее пытаться передать ее. Таким образом, при грамотном чтении обстановки можно весь раунд быть невидимой тенью и в последний момент неожиданно нанести удар и заполучить очень легкие 3 очка. Эта стратегия оказалась более чем удачной, даже один из ботов помог мне победить. В этом моменте Дональд на голубом Iron Horse был последним, кто держал бомбу, и вот-вот бы получил 3 очка, чем составил бы мне значительную конкуренцию, а безопасно догнать его и забрать бомбу у меня возможности уже не было. И когда казалось бы, что все потеряно, Картрайт на белом фаерспитере в последнее мгновение догнал его и передал бомбу, тем самым создавая идеальный отрыв между мной и Дональдом, благодаря чему я смог победить с отрывом всего лишь 1 очко. Бывают же добрые люди на свете. Назойливые противники являются последней миссией в профессиональной лиге, и если честно, мне всегда казалось, что она какая-то очень слабая для такого события. Это простой Team Deathmatch, который не приносит в геймплей ничего, кроме 2 машин, которые разблокируются после ее завершения. В то время как финал новичковой лиги знакомил нас и с новым типом миссии, и ее сюжет создавал такой эффект всего или ничего. С другой стороны, к счастью для нас, это опять-таки Team Deathmatch, а значит, можно опять засесть в углу карты, где противники о нас забудут, и наши тиммейты сделают всю грязную работу за нас. Ух ты, светлый Борнбат даже не сидит с отрицательным счетом? Офигеть, что происходит? Что ж, пора пересаживаться на лучшую на данном этапе и за мою в целом любимую машину в игре. The Judge, а.к.а. переднеприводный кунташ, который смог. Пользуясь случаем, хочу поныть, что в переиздании разработчики вместо того, чтобы в первую очередь восстановить все красивые винилы из беты Crash Day, в том числе вот этот охренительный винил от Judge, который чуть не создан для меня, и который давно есть как мод, восстановили только какую-то часть, а потом начали лепить разноцветные полоски на разные машины, и под конец вообще добавили вот этот автомобиль из мастерской Стима, вместо вырезанных из беты машин, которые тоже есть в мастерской, среди которых есть офигительный Dodge Viper. Не, к автору машины-то 0 претензий, никто вообще не ожидал, что такое случится, конечно. Я даже не думаю, что официальное существование признает много завсегдатых игроков. Но, блин, дорогой единственный разработчик, почему? А ответа на этот вопрос мы уже никогда не узнаем, ибо поддержка переиздания прекратилась после 18 незначительных обновлений за 6 лет. Разработчик заявил о своем уходе и даже не согласился добавить мои фиксы частей трассы, которые буквально сделали бы динамитные гонки в онлайне в 100 раз играбельнее. А исходный код никому не передали.
Как будто бы в эту игру играть больше 3 знающих друг друга людей в день. А такие надежды возлагались на ремастер. А тем временем я уже проезжаю горный круг, который не представляет вообще никаких проблем, кроме единственной ухабистой прямой, на которой достаточно просто сбросить скорость. Боты хоть и едут на почти самых быстрых машинах в игре, они все равно не успевают угнаться, так что миссия расплюнуть. Большая куча мусора, трюки, миссия выполнена, идем дальше. Готовимся к облаве, это гонка на выбывание. И это снова редкий случай, когда в гонке появляется челлендж на несколько кругов. Спасибо, можно сказать, вот этим въездом-выездом в арену, которые работают как лежачие полицейские против заниженной приоры, а также Марианской впадине на 3-м повороте. Все эти места приходится проезжать максимально аккуратно, что позволяет соперникам вырваться вперед, поскольку они пролетают на полном газу там, где мне приходится тормозить. Первая попытка была провальна из-за неподготовленности к штрафу от полицейского. Вторая, что называется, да выебывался. Но на третью попытку, как у нас уже заведено, у меня все. Не спрашивать, как это произошло, я сам не понимаю. Спустя небольшое количество буллинга от ботов, у меня таки получилось завершить эту миссию и перейти к следующей. Кого бы помутузить? Последний Team Deathmatch в карьере, и проходится он, как всегда, с помощью напарника. В качестве видеоряда использую фрагменты из моего спидрана, поскольку урона я там тоже не получал, и вдобавок к этому есть повод рассказать о баге с перемоткой времени. В оригинальном релизе игры, то есть 1.0, 1.1 и 1.2, сворачивание игры очень сильно ускоряло игровой процесс до того момента, пока вы не развернете игру обратно. Таким образом, все АФК дезматчи занимают значительно меньше времени, а в спидранах являются очень полезной и в каких-то случаях немного скиллозависимой фичей. Другой забавный факт. Место, в котором я отсиживаюсь, имеет тот же эффект, что имело одно из мест на миссии «У тебя есть то, что мне нужно». Когда я там сидел, мозги у противников отключались, и они просто стояли на месте, пока мой напарник отправлял их на тот свет. Забавно и в то же время странно, что эта плитка вызывает такие странности у ботов. Инструментарий игры так-то позволяет пофиксить это с большой простотой, но знаете, я не жалуюсь. Помните, в самом начале карьеры, еще на внедорожной зоне, я говорил, что трасса является апогеем оффроудных неровностей. Так вот, забудьте, что я говорил. Встречайте! Победитель номинации «Худшая карта в игре» по мнению Лиса в синей капюшонке. Минное поле. Каждая кочка, каждый ухаб, каждый овраг, который появлялся в голове у каждого немца в 2006 году, отправлялся именно на эту карту. Вы не сможете проехать и 200 метров, не ударившись о что-то либо брюхом, либо подвеской, либо головой, я, вообще не знаю. И эта карта говно не только в пределах сегодняшнего челленджа, она говно повсеместно, вот просто говным говно. Да, я говно, да, я ничтожество, да, я срань этого мира, но, блять, я истинная срань, я, блять, уникальная срань, я говно этого мира. Так, о чем я говорил, я очень много ругаюсь. В общем, эта карта максимально неприятная сама по себе. Перевернуться вы здесь можете даже на ровном месте. Вот вам отрывок с одного из моих спидранов. Да, ну, должно же быть что-то хорошее в игре, в отличие от Flatout 4. Нет! Запрещенное слово. Спасибо за респаун, игра. Да, я знаю, что Judge имеет очень хреновую внедорожную подвеску, но поверьте, это у меня происходило и на других машинах. А вот теперь все, что я до этого сказал, умножьте на 3 противников с ракетами и пулеметами. Причем противники не абы кто, а Judge, то есть самая быстрая машина после инкубатора, Iron Horse, который тоже достаточно быстрый, и, мать его, Разрушитель, который на этой карте обретает супер форму и начинает лететь на второй звуковой скорости так, словно вся карта, блять, я не знаю, плоская или что. И отсутствие ограничителя скорости в классической игре ситуации не помогает совсем. И против вот такого списка соперников вам в сокомандники дают знаете кого? Пикап. Ну тут еще ладно, тут обосновано, у него тоже прекрасные дорожные качества. И, сука, Борнбат. Да, тот самый говномобиль с миссией угонщик, который так и норовит занести даже на асфальтовой поверхности. А асфальта здесь наложено буквально несколько плиток, и то они все кривые под углом. Да даже Спектран, мне кажется, был бы куда более полезным союзником, чем вот этот piece of shit. И стоит ли мне сейчас говорить что-то о том, что эта миссия выглядела невозможной?
Даже если вы каким-то чудом захватите флаг, вас либо настигнет и съест Разрушитель. либо вы очередной раз ударитесь о ландшафт и сразу же взлетите на воздух. Достаточно быстро было принято решение оставить эту миссию на потом. Хотя конкретнее было бы сказать, забить на нее хуй и двинуться дальше по списку, а к ней вернуться позже. Суперкомбо – это миссия, которую невозможно пройти. Сказал бы любой, кто в первый раз проходит игру. Но мы-то с вами знаем, что достаточно просто попрыгать на этих трамплинах. Да. С самого начала моего челленджа, еще пока я просто прикидывал в голове, возможно ли вообще будет так играть в игру, я знал, что если где-то и начнет появляться чувство безысходности, то это будет именно эта миссия. Достаточно иронично, что 14 лет назад я думал, что эта миссия невозможна, и сейчас, 14 лет спустя, меня снова посетили эти же мысли. Поднихоп по грязевым трамплинам – взрыв, петли – взрыв, рампы – взрыв. Вот этот вертикальный прыжок – это единственное, что внушало какие-то надежды, поскольку его можно очень сильно абьюзить. Но проблема в том, что мне банально не хватает времени комбо, и если бы я мог сделать хотя бы одно идеальное приземление, чтобы увеличить лимит времени, я бы смог пройти это. Но при текущих условиях я вижу эту миссию механически невозможной. Я проиграл. Как бы ни было печально признавать это, но да, Crash Day невозможно пройти, имея всего лишь 1% здоровья на машине. Но я уже зашел слишком далеко, чтобы разворачиваться, поэтому давайте представим, что суперкомбо все-таки возможно пройти, и я прошел его где-то, раз 20, чтобы заработать много денег. Друзья, расскажите мне, а вы верите в чудеса? Потому что я недавно поверил. Суть в чем? Я записал видеоматериал по всем миссиям, я написал сценарий, я уже начал записывать голос для всего, и мне понадобилось записать видео про объяснялки в самых первых трюках в карьере. Начал я, значит, все это делать, набиваю там себе суперкомбо на этой же карте причем, и случайно как-то вот заметил, что благодаря тайлу шоссе можно набивать себе комбо, катаясь вперед-назад, подобно фермерским зданиям. И вдруг меня осенило, я ведь могу это использовать и в карьере. И при этом это абсолютно не ломает мне машину. Вы не поверите, насколько сильно я охренел в тот момент, потому что мало того, что я до этого дошел совершенно случайно, так я еще в жизни своей никогда не занимался. Ни на этой карте, ни в принципе в Crash Day. Офигеть. Так что да, представлять ничего не надо, суперкомбо все-таки действительно является проходимой с 1 хп миссией. Вот это сюжетный поворот, которого даже я не ожидал в своем же видео. После прохождения и небольшого фарма миссии суперкомбо у меня было достаточно денег для того, чтобы в моем гараже оказался Разрушитель. для попытки тушения пожара огнем. Полная прокачка накинута, монструозная внедорожная подвеска и огромные колеса нацеплены, пора выдвигаться обратно на минное поле. С первых же минут было ощутимо, что машина едет гораздо увереннее и подвеска очень хорошо поглощает кочки. Но, увы, делала она это все равно недостаточно хорошо, и все, что я мог сделать, это бросаться своим горящим трупом в соперников, подобно неандертальцам, которые кидались друг друга какашками. После этого у меня осталась лишь одна идея. Если я не могу ездить по этим ухабам, значит, пусть это делают мои 1,5 сокомандника. Очень удобно, что я рассказал вам про трюк со сворачиванием и ускорением игры ранее, поскольку теперь мне не придется делать этого сейчас. Сидел и кликал Alt-Tab я достаточно долго. Периодически ко мне приезжал один из противников, исключительно чтобы дать мне пизды и уехать. Очередное доказательство того, что боты в этой игре не такие тупые, как ими кажутся. Прошло, наверное, полчаса, но мои тиммейты все никак не могли получить преимущество над соперниками. Я уже было хотел забить, как вдруг... Сидеть и сворачивать игру еще 2 часа я не планировал, у меня так-то еще 3 миссии осталось пройти. Поэтому, я думаю, можно сойтись на том, что миссия «Минное поле» возможна, просто крайне зависимо от рандома. 3 холма – это последняя передача бомбы в карьере, и миссия «Подрывник» в сравнении с ней – просто прогулка по пляжу.
Во-первых, середина карты, как вы можете заметить, для меня запрещена. Во-вторых, боты здесь либо сумасшедшие, либо полные идиоты. Вот за мной несется бот с бомбой, чтобы передать мне ее, но при этом он стреляет по мне из пулемета, тем самым взрывая меня, делая передачу невозможной. Как говорится, ни себе, ни людям. К великому счастью, здесь всего лишь 5 раундов, и моя устоявшаяся стратегия для этого режима все еще работает безотказно. Ну, когда боты не делают 360 носкоп по мне из пулемета. И как-то так, через 15 минут ругательств, миссия была завершена. Не спрашивайте, почему я вдруг резко решил пересесть обратно на Бастер. Видимо, я думал, что я более мелкая цель, и по мне будет сложнее попасть. Проблема в том, что как не особо Бастер меньше, чем Джадж. Ну да ладно, мы этот момент опустим. Время в воздухе. Это что за машина? Я тоже хочу Bugatti EB110. Зачем вы меня дразните вырезанной машиной? Время в воздухе была той миссией, которую я сразу счел невозможной. Поскольку здесь нам нужно набрать в общей сумме 1 минуту проведенного в воздухе времени. Трамплинов и рамп самых разных видов здесь хоть бампером жуй. Вот только хрен я ими воспользуюсь. Первой идеей было просто брать самый первый трамплин и респауниться в воздухе, пока не приземлился и не разбился. Все шло хорошо, но чем дольше я прыгал, тем сильнее я осознавал, что мне не хватает времени. И кто бы мог подумать, так и произошло. Мне не хватало буквально каких-то 20 или 30 секунд на таймере, чтобы пройти эту миссию. Я упорно пытался повиснуть на каких-нибудь выступах в надежде, что игра, как NFS World, проверяет касание колес с землей. Но оказалось, что Crash Day умнее и в том числе проверяет касание с землей самого кузова. Отчаявшись, я начал скитаться по всей карте, уж было хотел начать идти к реке, проговаривая монолог о том, что Джадж лучше, чем инкубатор, как вдруг я наткнулся на моего излюбленного трамплина-спасителя. Новая стратегия не заставила себя долго ждать и тут же перешла в стадию исполнения. Со старта едем направо, едем несколько специфичной траекторией для того, чтобы машину возвращала в идеальную для нас точку при респауне, и повторяем все, что я делал с первым трамплином. Поскольку этот трамплин значительно более вертикальный, то я провожу в воздухе на 1 секунду больше за один прыжок, и этого более чем достаточно, чтобы пройти эту миссию и при этом даже иметь на таймере аж 1,5 минуты. Финальная битва. Я шел до нее ни много ни мало 3 часа, или же 25 гигабайт, без учета поисков стратегии вне челленджа. Все, что мне оставалось, победить в схватке с ним. Инкубатор – самая быстрая, самая универсальная, самая популярная машина в игре с характеристикой силы тарана, точно копирующей ту, что имеет Разрушитель. Выйду ли я с этой арены победителем? Останется ли этот челлендж лишь с одной невозможной миссией? Не останется, потому что суперкомбо я уже прошел, а сценарий не обновил. Все это мы узнаем прямо сейчас. Поехали. Целью финальной миссии является набить на 5 фрагов больше, чем инкубатор, которого из-за багов в классической игре зовут Вальду. Ну вернее не зовут, он сам приходит. Естественно, поскольку у противника есть и ракеты, и миниган, и читерский буст от того, что он бот, вступать в прямую схватку с ним – это верная дорога на тот свет. К счастью, благодаря спидранам у меня уже есть отработанная тактика битвы с ним. Со старта нужно нестись ровно прямо, и как только инкубатор появляется в поле зрения, нужно подгадать момент, выстрелить ему в лоб ракетами, тут же нажать на респаун и сразу же выпустить вторую пачку ракет, которая его добьет. С первой попытки, естественно, никогда ничего не выходит. Со второй тоже. Но зато с третьей... А давайте посмотрим на это от лица инкубатора. Мне просто интересно. Да, вот я в него попадаю, он летит. Вот мои вторые ракеты летят. И... Ага, понятно, хорошо. Следующая пара ракет. Ну-ка, ясно. Ну ладно, может быть реплей пролагал. Но вот это вот вообще что такое? Дорогой инкубатор. Пошел на! Пошел на! Пошел на! Четвертая по счету попытка уже стала куда более удачной. Я смог уничтожить инкубатора 2 раза подряд. Самовзорваться для пополнения ракет, поехал за третьим фрагом,
а инкубатор решил, что пора опять хвастаться своими навыками у ворота. После респауна я поехал ему мстить и совершенно специально подорвал себя ракетами, дабы ему не засчитали фраг. После моего респауна инкубатор был уже слишком близко к моему спауну и пришлось как-то выкручиваться. Сейчас во время монтажа я заметил, что выпустил ракеты еще до моего респауна и таким образом уничтожил его. Не совсем понимаю, как это произошло. Видимо, я выставил себе здоровье на 1% на пару мгновений раньше респауна. Ну, бывает, чё, извините. Я вообще удивлен, что я первый раз это только сейчас сделал. Следующая встреча оказалась разменной, но уж лучше так, чем в минус мне. Инкубатор опять пытался вернуться после приземления, но на сей раз я смог его подловить, передвинув счет в +3 в мою пользу. Но +3 эти длились недолго, поскольку я опять засрал свои супер выстрелы. Судя по всему, ракета пролетела над инкубатором, ибо нефиг ставить оффроудную подвеску на джадж. И счет снова +2. Очередной неудачный выстрел, очередное самоуничтожение, инкубатор снова пытается оккупировать мой спаун. Я снова пытаюсь его перехитрить, вспоминаю, что могу чуть-чуть поманипулировать его искусственным интеллектом, самоубиваюсь несколько раз, чтобы он на холостых оборотах прикатился в зону досягаемости моего оружия, и возвращаю свой счет в +3. Счет +4 дался мне очень легко, и ровно так же легко я его просрал. И вот опять счет +4. Последнее столкновение с инкубатором, небольшая паника и серия взрывов с респаунами, но в конце концов я победил. Как-то так кончается мое приключение с 1 хп. Было ли оно сложным? Ну, моментами. Злился ли я? Естественно, да. Что не спидран, что не челлендж, так в ботов вселяются Джон Таннер и Роберт Клеменс и начинают показывать мне, что я не видел вообще за 10 лет игры. Но, тем не менее, это было интересно. Кстати говоря, я спросил в группе ВК, возможно ли пройти игру с 1% здоровья и какая миссия может стать провальной. Ответов хоть и получил немного, но упомянуть их все равно стоит. Комментарий Владислава. Провальной миссией станут трюки, вмятины и адреналин, поскольку на первом же подскоке машина взорвется. Если бы я в детстве не так часто играл в трюки с высокими повреждениями, я бы на самом деле тоже ответил так. Но поскольку я любитель нестандартно срать, я знал, что любая миссия с трюками будет более чем возможна. Комментарий Александра. Любая миссия станет провалом, ведь игра завязана на том, чтобы наносить урон другим водителям за счет своего здоровья. Игру можно будет пройти, если условием будет не 1% здоровья, а единица какого-то воздействия. Например, 1 таран соперника. Версия тоже не дурацкая и имеет логику. Даже больше скажу. Он в точности описал миссию «У тебя есть то, что мне нужно». Ведь там я 15 минут крутил ботов по зданию фабрики, и когда остался один противник с каплей здоровья, я совершил ту самую единицу воздействия своим тараном и завершил миссию. Комментарий админов. Не знаю, это Кам или Айден. Разумнее будет вопрос, какую миссию возможно пройти с 1 хп? Список куда шире, чем вы думаете. Хотя, возможно, меня просто не так поняли. Если у вас есть какие-то хорошие идеи для челленджей в гоночных играх, можете написать в комментариях. Может быть, я когда-то за них возьмусь. А пока, спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а если же не понравилось, поставьте дизлайк и расскажите, что бы я мог в нем улучшить.